Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Личная жизнь до конца лета. Давайте узнаем, как изменится ваша жизнь, личная жизнь. И личная жизнь не только про любовь, это еще и сфера ваших достижений. Это то, чего просит ваша душа. Или есть еще какие-то и необходимые моменты, обязанности, которые мы должны решить или согласовать. Взаимоотношения. Взаимоотношения с нашим ближайшим окружением, с родственниками или коллеги, соседи. Тоже где-то это касается личной жизни. Итак, давайте узнаем, что же у вас прояснится в течение лета. И в июле месяце планета Уран, и мы где-то уже чувствуем влияние этих стихий. Перемещается в ваш знак зодиака. Это пока первый такой пробный заход. В ноябре еще выйдет Уран из вашего знака зодиака, снова вернется в Телец, чтобы там завершить или сделать все то, что он уже наделал за предыдущие 7 лет. А потом уже в 2026 году вновь вернется в ваш знак зодиака и останется на долгие 7 лет. Так вот, что же у вас до лета прояснится? Может быть, и по части личной жизни, у кого-то по части ваших достижений, работы. Что вам будет помогать, что вас будет радовать? Что за вас или в чем ваша сила? Как проявит себя по отношению к вам партнер? Как откликаются люди, тех, которых вы уже знаете? А будут ли новые знакомства? Может быть, это и как социум, а может быть и новая история любви. Что вам может помешать? Или чего нужно еще и не упустить, потому что как неожиданности мы карту эту рассматриваем, а возможности они как раз к нам и приходят неожиданно. Вот давайте узнаем. Достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Так что ж там у вас прояснится? Вообще карта вдохновения, хорошего настроения, ну и, безусловно, рыцарь – это какое-то перемещение. Это в целом, куда я иду. И здесь может быть это вдохновение даже по вопросам вашего бизнеса, творчества. Или пусть вы что-то изучаете и тоже этим процессом вдохновлены и хотите это продолжать. Может быть, было несколько направлений. Вот здесь, скорее всего, какое-то одно. Может быть, вам много чего интересно. Я такое, скорее всего, и допускаю. Но, видимо, карта говорит, с чем-то тебе стоит определиться, какие-то правильные выводы сделать. Это и ваш адрес, мои дорогие близнецы, может быть какой-то человек, или новое знакомство, или не новое знакомство, да, тут по-разному. С одной стороны, карта дарит приятные эмоции, но эти эмоции, она не говорит, что будут продолжены очень долго. Или те отношения, которые недавно начинаются, что они тоже могут стать чем-то долгим, надежным. Нет, здесь сам по себе какой-то драйв. Вторая карта это дополняет. Может быть, и в принципе вам интересно, знаете, как игра жизни завораживает и доставляет для вас как новые возможности прочувствовать заново романтику, влюбленность. Это восхитительно, это замечательно. И тогда вам захочется куда-то поехать. Что у вас проясняется? Может быть, проясняется какой-то вопрос «еду, не еду». Но все равно по восьмерке жезлов это, с одной стороны, карта трансформации, кстати. И если мы на личную жизнь, куда идут наши отношения, задать себе вопрос. Или вам придется очень быстро куда-то даже поехать. Это может быть вызвано как и обстоятельствами, так и вашим решением. Прояснить, может быть, какой-то для вас вопрос. И этот вопрос может касаться дела, работы, бизнес даже. А у кого-то именно личной истории. Но, знаете, по этим картам это что-то нас тут, как какой-то водоворот событий может настолько закружить, что мы можем даже вообще забыть, куда мы собирались идти. И такое я тоже допускаю. Давайте посмотрим, что же вам помогает. Победа. Вот точно какая-то победа есть. Может быть, от вашей быстроты реакции, от того, как вы сумеете со всеми договориться. А в этом вы большие мастера, самые, наверное, везунчики больше, и ваш интеллект, он работает так, что вы быстро умеете оценить как и реальность и перестроиться в нужном направлении. Может быть, что-то подобное нам и говорят карты, что есть возможность. Может быть, вы что-то прежде начинали,
А вот до конца лета вы окончательно убедитесь: нет, вот это я не буду продолжать, и вы перестроитесь на что-то другое. Ну или есть в чем-то победа, опять же, дела, работа, бизнес, и нам говорят, и деньги где-то, откуда к нам приходят деньги. Вот в этих вопросах это ваш успех, это ваша победа. Но эту победу нужно удерживать. Давайте откроем вторую карту. Что же вам помогает? Вот смотрите, две такие карты, да, казалось бы, противоположный смысл. С одной стороны победа, с другой стороны смерть. Но я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть. Опять же, трансформация. Если восьмерка жезлов, пусть не в этой колоде, мы набираем темп, но это все равно идет какая-то реструктуризация. Наша какая-то внутренняя перестройка. Мы себя, ну, не то что уговариваем, а вот как будто посылают какую-то возможность вам. Может быть, это уже возможность была, если мы говорим про личную жизнь. Я такое допускаю. Или какая-то переоценка ценностей у вас может происходить. Все же ситуация словно напоминает выбор. И этот выбор вам предстоит сделать. Вот с чем-то окончательно вам нужно будет определиться. Причем одна часть – это как победа, которую обязательно нужно не только продолжать, а еще и контролировать, чтобы не пошло что-то наперекосяк. А вот есть и та часть, с которой нужно проститься, словно завершение. Мы закрываем в прошлое дверь. И здесь, конечно, у каждого будет по-разному, даже если мы про личную жизнь. Здесь ведь какая-то перезагрузка может быть и по отношениям, такое я тоже допускаю, мы все разные. Тогда с учетом 13-го старшего аркана не вспоминай былое. Не ориентируйся вообще на какой-то прежний шаблон, просто иди вперед. И то, что ценно именно теперь, максимально сохраняй. Не жди, что завтра еще какая-то возможность придет. Нет, оттолкнись от дня сегодняшнего, что у тебя вот этим летом, может быть, складывается. Или в какой-то период до этого. Правда, выбор присутствует. Потому что мы не должны, может быть, еще и, знаете как, в поисках, если выбор чего-то нового, или то, что вот как мы ищем это самое вдохновение, есть такая фраза: с водой выплеснуть ребенка. Увидеть вот то, что надежно, то, что должно быть, то, что может быть продолжено, то, что для вас будет приносить и радость, и дальнейшие какие-то победы. А мы ведь тут тоже можем где-то быть вот так вот чересчур легкомысленны. Все-таки по этой карте легкомыслия я тоже в самом начале говорила, вот как про отношения. Вроде начинается все очень красиво, а как-то не строится на далекую перспективу. Или здесь может быть, кстати, и от каких-то легких взаимоотношений, словно от человека мы получаем какую-то новость тоже. И тут у каждого по-разному, как это будет на вас влиять. Может быть, эта новость касается и продолжения дальнейшего, поэтому выбор вам придется делать, чего же хотите вы. Но если что-то окончательно заканчивается, отпускайте, если что-то пытается уйти из вашей жизни. Как же партнер будет откликаться в отношении вас? Карта рабочего человека. Ну, те люди, кто семейные, кто в паре, со мной согласятся, что личная жизнь – это вот ни разу не про романтику. Может быть, эта романтика, она присутствует в отношениях, но все-таки, когда мы изо дня в день видим человека, мы поневоле задаемся вопросом: а хочу ли я тебя видеть завтра? Ну, так, для начала. Я, конечно, шучу, но я все к тому, что над отношениями приходится работать. Мы не должны перевоспитывать кого-то. Мы не воспитатели, ну, ни разу. Иначе тогда разрывы происходят еще быстрее. Мы не должны ожидать чего-то от человека. Тогда тоже, как правило, наши мечты, они не сбываются. А мы именно должны научиться видеть в одном направлении. Мы должны просто хотеть быть с конкретным человеком. Задайте себе вопрос, с кем вы хотите быть. От этого будет зависеть выбор. Что-то вы будете продолжать, и это будет символизировать победу и какое-то шикарное развитие. В том числе я могу предположить какой-то творческий союз, а то и семейный бизнес с продолжением, процветанием. Ну а что-то должно быть закончено. Иными словами, продолжай, или ты победишь,
или у тебя не хватит терпения. Может быть, этот очень важный выбор вам приходится делать и по части работы. Кто-то уйдет с головой вот в эту самую работу, потому что сейчас вопросы хлеба насущного или каких-то серьезных таких тем, которые касаются и места вашего проживания, пребывания, построения карьеры, сами по себе заработки, изучение чего-то нового. И это все требует времени. И вы где-то можете окунуться в это с головой и вынуждены будете продолжить. Может быть, мы спросили и партнер. Здесь и партнер тоже может быть очень занят, мои дорогие. Вы, может быть, вас судьба свела или сводит с таким человеком, который работает сам на себя. Или это какое-то ремесло, или это творчество. Кто знает, может быть, не торопиться. Может быть, вам вот это где-то рутина уже поднадоела. Вот, кстати, 13-й старший аркан. Вы можете чувствовать, что человек занят работой и про меня забыл. Вот не примите тогда вот эту занятость за какое-то холодное равнодушие. Нет, вам, правда, тут нужно будет что-то для себя очень правильно переосмыслить и сделать выбор. Потому что это действительно есть какой-то, может быть, у человека творческий проект. И если начать ставить человека, к примеру, как перед выбором между вот этим делом или изучением чего-то и какой-то легкостью, да, это ведь эмоции, да, с одной стороны хорошее настроение, это все здорово, но просто два разных человека встречаются, вот может быть такое. И от того, как вы сумеете смотреть в одном направлении, будет зависеть и ваша история тоже. Смотрите, по аркану мир. Это может быть действительно перемещение либо человека к вам, либо вы куда-то надумаете ехать. Может быть, по этому аркану работа в интернет. Может быть, и человек работает в интернет. Может быть, кто-то будет из вас, из людей семейных, задумываться о построении семейного бизнеса, вот именно посредством интернет, или делать какие-то первые шаги. Вас вдвоем может что-то заинтересовать, а кто-то из вас поедет, может быть, очень далеко для того, чтобы совершенно изменить какое-то свое качество жизни. Я такое могу допустить. Или начнет учить языки. Здесь все-таки я вижу, даже если мы просто вот эти две карты как партнера достали, то тут какая-то очень увлеченная персона. Причем та персона, которой можно, с одной стороны, доверять, да, по 8 пентаклей. Ведь это надежные люди. Это сама по себе карта надежности и какого-то продолжения. Может быть, тяжеловесного такого продолжения. Здесь не о полете, не о какой-то скорости. Хотя скорость может быть и допустима, но все равно человек прагматик. Он знает, что он делает, зачем он это делает. И, в принципе, какой-то ожидаемый результат он собирается достичь. Может быть, это как и рост вашей популярности, мои дорогие близнецы, правда. И это когда вы становитесь благодаря каким-то проделанным усилиям, приложенным усилиям, проделанной работе, это вы становитесь популярны. Ведь очень добрый аркан. Это карта мира, спокойствия. Это когда вы можете даже кого-то примирять или сами с кем-то примиряться. Но для вас, мои дорогие близнецы, нет ничего невозможного. Может быть, определяетесь даже по отношениям. Ну, где-то до конца лета вы, а не ваш партнер. Может быть и так, ну, по крайней мере, вы так чувствуете. Но и у вас ведь достаточно рычагов влияния для того, чтобы исправить некоторые ошибки, внести какие-то коррективы в ваши отношения или внести коррективы в вашу работу или построение бизнеса. Что вы себе наметили? И итог, главное, да? Итог, волшебный итог. Есть смысл что-то продолжать. Давайте мы узнаем, будет ли новое знакомство. Ну, вам самые лучшие карты выпали на деньги. Поэтому, если что-то касается денег, точно близнецы будут продолжать. И я бы сказала, даже два направления вам карты рекомендуют рассмотреть. Пусть как два источника дохода.
Откуда к вам они поступают? Может быть, один уже вами проверен, такой стабильный, это ваша работа. Но все-таки я вижу, что есть смысл что-то изучать, детализировать. Ведь это карта шестерка пентаклей, если мы говорим, это помощь высших сил. И по части именно финансов. Карта еще одновременно финансового успеха. Поэтому какие-то правильные построения отношений, нужные люди, может быть, те люди, которых вы уже до этого знали, или какая-то история. Не поставьте что-то, словно, знаете, как на паузу, как вашу мечту или ваше какое-то намерение. Посредством заработков интернет делайте какие-то первые аккуратные, может быть, шаги, потому что когда две карты выпадают, явно как деньги из двух источников могут быть. И для вас даже планетарно по транзитам это шикарное время лета, когда вы именно свою какую-то новую стратегию можете заложить на очень длительный период, вот, наверное, лет на 7. Будьте внимательны к деньгам. Здесь, если мы говорим, новые люди появляются, здесь карта нам будет говорить, никто в твою жизнь не пришел случайно. Да, может быть, некоторые персонажи, это мы как экзамен какой-то сдаем. Но, значит, на какой-то короткий период времени мы нужны им, а они нужны нам. Но есть и те надежные, с которыми должно быть продолжено сотрудничество. Или пусть они только входят в вашу жизнь для решения каких-то вопросов. Не торопите, не торопитесь как будто рвать с кем-то отношения. Тут что-то, да, посмотрите, как начинание. Я могу предположить, что все-таки если бы наоборот выпала карта, и я бы сказала с учетом рыцаря кубков, что да, вот сама по себе какая-то новая персона может прийти в вашу жизнь надолго. Но у нас наоборот, поэтому шестерка пентаклей может как раз и говорить о том, что у тебя уже есть эти люди. У тебя уже есть какие-то. Хочешь ты этого видеть или не хочешь, но вроде как есть какие-то контакты, которым следует уделять внимание. И, может быть, провести вот эту перезагрузку и в каком-то новом ключе возможности для себя рассмотреть. Но для кого-то вполне вероятно, знакомство само по себе, как знакомство, может состояться в дороге. Или, в принципе, мы говорили, что контактов будет много, потому что драйв, да, об этом нам тоже уже сказали. Но обе карты о надежности, поэтому надежность, мои дорогие, глубина личной жизни в отношениях, да, может быть обстоятельность конкретного человека, потому что жизнь ведь она не только драйв. Рано или поздно мы периодически становимся на якорь, и вот тогда мы понимаем, кто есть кто. Жизнь не всегда нам кажется праздником, иногда бывают и будни, и вот в эти самые будни свои лучшие качества раскрывают надежные люди. Будьте внимательны. Но на деньги, правда, шикарные возможности. И посмотрите, по шестерке мечей, и это то, что вам нужно не упустить, это неожиданности. У кого-то начало нового проекта или изучение, я об этом говорила. И по изучению языков, работы в интернет, все то, что касается, ну, как новый уровень когнитивного сознания. Я имею в виду искусственный интеллект, нейросети или какие-то новые цифровые технологии. Это ваше все. Это ваша как сильная сторона. Или, может быть, пусть это вы даже посредством интернет работаете, да, и у вас магазин, например, интернет, много ведь еще и пентаклевых карт. Но вот все равно расширять свое творчество, расширять свои возможности. И это карта мужества, когда у нас хватает идти, мужество идти вперед, сделать первый шаг. Мы ведь всегда отплываем, словно от безжизненного берега. Поэтому вверху у нас карта победы. Какая-то победа есть, но ее нужно как и удерживать, и переложить в какой-то новый фарватер. Не застрять в какой-то одной точке отсчета. А по шестерке мечей, может быть, кому-то придется куда-то отправиться, чтобы для себя прояснить ряд вопросов. Или какой-то важный контакт, разговор, чтобы состоялся. Или подписание документов. Что вам может еще помешать? Ну, когда вы от чего-то отмахнетесь из-за своей занятости. Или скажете, нет, это я подумаю потом. Вот есть такой момент. По королю Пентаклей вот как раз надежные люди идут. Или вы можете думать, что слишком тяжеловесный человек для меня. Не назовешь
идейным вдохновителем короля Пентаклей. Его просто можно назвать человеком надежным. Может быть, у вас есть такие люди, но это что может помешать? Где-то может помешать и наше такое, мы все разные, наша такая настроенность, что нет, вот я должен закончить один какой-то проект, а потом приступить к чему-то другому. Или когда вы отказываетесь от новых вариантов, как заработков, например, или думаете, а это не для меня, или изучение новых технологий. И неважно, какой у вас возраст. Вы можете думать, я уже все знаю. У меня уже тут вон сколько лет позади, за плечами словно. А нам соседняя карта говорит, нравится тебе это или нет, а жизнь-то все равно идет вперед. Твоя задача как-то встроиться в этот фарватер. Может быть, где-то и придется так пройти бочком, но ты сам не должен быть вот этим тяжеловесом как будто, да. Да, конечно, обусловлена у короля Пентаклей вот такая тактика. Может быть, и конкретно есть человек, который вас останавливает от чего-то или дает вам какие-то советы где-то, или какой-то человек тоже куда-то переезжает. Вот, кстати, может быть, я только сейчас об этом подумала. Все же перемещение. И далее у нас идет конкретно персональная карта. Наверное, у каждого по-своему личная жизнь. Еще раскрывается, вполне вероятно, у кого-то и такая метаморфоза, что тот человек, которого вы всегда считали, он вроде бы рядом с вами. Вы узнаете новость, и у него меняются планы. И вам тогда это нужно как-то будет вписать в свои собственные. Карта совет. По четверке мечей мы тут, конечно, можно расценить как карта пауза, но все же первое, мы складываем оружие, приводим мысли в порядок. Ну, порядок нужно создавать, прежде чем наступает какой-то бардак и смута. И это не значит, что мы ждем с моря погоды. Нет, это вот не случайно мечи. И это рационализм. Вам нужно будет, правда, принимать какое-то важное решение, причем основополагающее. Как и чего-то не упустить, все-таки я вижу, потому что много карт прогресса. И это прогресс по шестерке, к примеру, жезлов. Это ведь не есть то, что вот новое пришло и прямо сама по себе победа. Нет, это наши приложенные усилия за прошедший период. Или как правильно реагировать на какие-то внешние обстоятельства тоже, которые связаны у кого-то с внешней обстановкой и событиями, или новостями какими-то. Вообще это карта холодного такого разума. Вот холодной головой вам нужно принимать какое-то решение или делать выбор. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.